Друид появляется и скидывает меня со ступенек. Что? Всем здоров, народ. Сегодня у нас дуэли, каточки, пвпшные за ШП Приста. Первые в моей жизни за всю историю, поэтому не обессудьте, на киберспорт не претендую, но будем прогрессировать вместе с вами. Суета только начинается. Значит, первые мои катки, опять же, сыграл я где-то 20-30 игр. Вот в таком промежутке, точно не помню. И посмотрим на такие самые а-ля интересные из того, что получилось. Играю против Balance друида в данной катке. Опять же, древний что-то слишком много дэмэджа вносит, слишком сильно мне ебаленчик пробивает, поэтому я решил ретироваться немножко. Я не отступаю, я лишь ретируюсь, потому что нужно подхилиться, подрегениться немножечко. Снова прыгаю в облик тьмы, и все. Древние закончились, и я понимаю, что настало мое время. Специально сейчас подошел к ступенькам так, что если меня будет баланс друид откидывать, я в них упрусь спиной и не улечу за пределы, так сказать, дистанции. Накидываю немоту в смерч, и все. Здесь уже для друида, по идее, должны быть похороны. У меня еще имеется релик на антихил, я его накидываю, и кибер-девочка побеждает в данном противостоянии. Идем дальше. Чеченец на фаермаге против нас в данной катке попался. Закидывает меня в шип, и, по идее, начинает диспелить меня всю суету. Грамотное решение. Я вот не знаю, по теории дуэли против мага нужно первую овечку тринковать или не нужно? Или ты все равно стоишь, ждешь, пока он с тебя всю суету на дисплее, ты тринкет оставляешь на потом, на попозже? Вот я не знаю. Теорию не изучал, пацаны. Только все на практике будем проходить. Но я такой, ладно, окей, увидел, что он меня все задиспелил. Понимаю, что в следующие разы, когда я буду играть против мага, например, нет смысла особо на себя накидывать слово сила и стойкость, да, или как баф называется, который мне выносливость дает. Почему не стоит? Потому что он просто его задиспелит и на себя перекинет. Соответственно, можно не накидывать на себя, чтобы он не украл. Логично? Ну, по идее, так это и должно работать. Призываются копии, которые будут мне сейчас стрелять, замедлять. Но у меня откатывается эфир, у меня еще есть Геннадий. Мне там писали в комментариях, что это не ублюдок младший, пэт которого призывает ШПшника, то ли Анатолий, то ли Геннадий. Я не помню, пацаны. Как-то в народе питомец называется Исчадие бездны, да, вот это вот. Как-то есть у него имя, он не безымянный. Но, тем не менее, чеченец на маге проигрывает. И против нас Чупа-Чупс на третьем противостоянии. Почему я подошел в целом от колонны? Почему я отошел? Потому что я понимаю, что он будет тратить грипп, а у меня при этом имеется активка Коридаров. Это телепорт, который позволяет мне просто выбежать из-под ДК после того, как он грипп потратил. И видишь, что происходит. Я спокойно убегаю, регенюсь, Гаргулю сейчас в сковывание нежити закидываю и буду дальше уже с ним разыгрывать. А по сути-то он на ДК очень плохо все сделал, потому что зеленки у него больше нет. Гаргулью он призвал, она мне сейчас особо проблем много не составила. Я убежал, подрегенился. Вот немоту в Гаргулю, наверное, это лишнее. Можно было просто ее еще раз, опять же, через сковывание нежити законтролить. Но тут уже все. Тут Чупа-Чупс откисает. Победа за нами. За дополнительным контентом все перелетаем на мой буст. У меня здесь гайды, обзоры, пвпшные разборы, все, что душе угодно. На ДК, Паладина, Чернокнижника и вскоре на другие классы. Контента уже скопилось солидное количество, 50 плюс видосов на бусте лежит, но в любом случае все они доступны по подписке, которая, кстати, стоит как одна кружка кофе. Поэтому, если есть желание поддержать канал копеечкой и весь дополнительный контент пощупать, то приглашаю на свой бусти, ссылка в описании, продолжаем смотреть видос. Паладина, Рассел, Протик. Судя по всему, либо прек, либо против, тут сложно понять, нужно смотреть именно таланты. В любом случае, прото-паладин, потому что у него больше талантов именно в прото-ветку закинуто. Короче, прото-палыч против нас. По идее, паладины себя как? Не очень комфортно, наверное, чувствуют против ШПшника, хотя если сильный прессинг создать, то можно и поднадоесть. Опять же, никакую теорию вообще за ШП я не знаю. Я не знаю, кто мой контрспек, кто такой наоборот, кого я контрю. Тупо нету понимания такого. Пока что только через личный опыт можно. Ну, смотри, кстати, пробивают у меня реально знатно. Протики, конечно, ну это просто ошалеть, они паладины на Сирусе. Вот все, кто говорит, что протики не имба, да, ну дэмэджа у них реально до хрена. При том, что у них много опций, опять же, и немота, и замедление, и захил лютый. Любой милишник против прото-паладина вообще сражаться не может, потому что там просто все в парирование улетают, в защиту и так далее. Прото-паладины против милишников 100% имба, против кастеров, конечно, не так. Не так они себя вальяжно чувствуют. Там маги точно паладинов, знаю, попускают. Вот, ну, кстати, про магов, да, маги и ШПшника, по идее, тоже должны побеждать, если просто кайтят. В идеале на маге нужно очень много бегать, кайтить, диспелить, воровать бафы,
И ждать, пока будет дебаф на захил на арене, который вот от времени появляется. И когда он определенный процент достигается вот этого дебафа, маг уже может просто заберстить, по сути, приста и победить. Холдинг, охотница. Ну, ханту нужно очень быстро пытаться бой закончить, потому что чем дольше длится бой, тем хуже охотнику. Захила нет никакого, там максимум травничества вкачано, какие-нибудь бинты там заюзать, ну и все. На этом, по сути, заканчивается opportunities у вражеских охотников. Поэтому, да, пацаны пытаются максимально сильно упарываться, максимально быстро пробивать, и, соответственно, этот охотник, я так понимаю, не исключение. Я накидываю на него дебафы, уже потратил весь свой контроль, и вот сейчас мне что-то очень больно в моменте залетело от него. Вот прям солидно. Но это потому что внутренний огонь, наверное, я не подключила, хотя стоило бы. Опять же, настроил себе аддончик, что когда у меня баф внутренний огонь пропадает, у меня появляется такая плашка внутреннего огня, вы могли это заметить, и я понимаю, что все, стоит накинуть баф еще раз. Вот, по аддонам своим я уже рассказывал. Отдельные видосы у меня есть, ссылки в описании на видосы с аддонами. Все это присутствует. Еще раз попадается холдинг. Здесь вроде как будет полегче уже у меня котеечка. Я уже плюс-минус понял, что от него ожидать. Понимаю, что он будет меня упарываться. И понимаю, что особо нет смысла вообще ничего здесь держать. Ну, то есть, зачем мне пытаться здесь экономить, так сказать, свой контроль, там, свои бурсты, вот этого Геннадия, Анатолия, ублюдка. Зачем мне так экономить, если могу просто сразу это все выпалить и быстрее бой как бы завершить? Потому что, опять же, растягивать выгодно мне, да, мне выгодно растягивать, но при этом охотник-то, если я буду экономить все свои там сейвы, бурсты и контроль, может слишком сильно наглеть и слишком много мне лицо задамажить. А вот сейчас, видишь, хорошо получилось. У меня даже практически не пробил, а победу я достиг. Alright. Третья категория. Созвездие Феникса. Паладиныч. Ну, кстати, вот этот пацанчик был такой киберспортсмен. Заряженный максимально. Посмотри, какой Сигма момент будет. Или Синема момент. Тут уж вам решать. Сейчас мы до него дойдем. Значит, отдаю эфир. Он тренькует. Дотки не получилось накинуть. Закидывает меня, и смотри, под конец паралича просто комбо, бам-бам-бам, пошел на убить, сносит мне треть хп, практически половину хп, все мне снес. Просто все мне снес, меня все попустил, но я, очевидно, должен подубежать, хилочки понажимать. Здесь вот лишнее действие совершил, в темный облик зашел, но, опять же, не критично. Not critical, man, you know, шиш, вот так вот. Пытаемся от него бегать, опять же, все мои вот болезни по возможности он там диспелит, опять же, у него такая функция присутствует, насколько я понимаю. Но под фир, опять же, сделать он ничего не мог. Я накинул на него еще релик на антихил, чтобы тоже побольше подамажить, даже если бы он сейчас вот решил подхилиться. Все равно у него был бы дебаф, плюс антищит вот этот на хил и так далее. Отбегает паладиночка, стоит цвет небес, немножечко решил подхилиться. Здесь мы вниз не падаем к нему, очевидно, но у меня так не получилось. Я упал случайно. Сначала вроде бы не упал, а потом упал. Но зачем-то Балыч решил подняться наверх и потерял секунду времени, мог гораздо быстрее до меня попробовать дойти. Знаешь, что я понял? Я совсем не пользуюсь майнд-контролом. То есть вот сейчас я же мог накинуть вот эти вот дотки, которые я накинул, и попробовать его закинуть в, опять же, контроль разума, да, в него закинуть, чтобы он побольше погнил. Скорее всего, Палыч бы все равно также нажал бы бабл. Ну, видимо, я умом все сделал. Видимо, я все сделал умом, и мне не нужно было закидывать майнд-контрол. А вот сейчас можно было бы, я так понимаю. Вот сейчас можно было, потому что бабла уже не было, тринкета нет, и он бы никак его не задиспелил, по сути, насколько я понимаю. Тут он в последнюю атаку идет, возможно, попытается мне заберстить, стан прилетает, но доток он, конечно, гниет неприятно максимально. Для него и победа. Еще одна победа. Ну, я не знаю, мне кажется, я играю достаточно кринжово. Что думаете? Что думаете? Конечно, лучше, чем самая моя первая катка. Уже прогресс хоть какой-то, но виден. Но все равно далеко от идеала, конечно. От идеала, конечно, далековато. Но, по крайней мере, я уже начинаю немножечко щупать, так почувствую скоро. Тут, кстати, довольно интересная механика. Видели, он пустил в меня волну, я ее вроде как перепрыгнул за счет телепорта, но потом меня все равно откинуло. Ну, допустим, ладно, окей. Окей, let's go. По сути, когда вот друид нажимает свой звездопад, можно просто тучку клацать, чтобы личный дэмэдж не получать. Ну и пытаться от древней тоже замансить немножко. Накидываю прикосновение вампира на древний. Умом или не умом, скажи мне? Ну, по идее, умом, если я ШПшник, я так могу делать и должен как будто бы делать. Решил их заферять просто. Древние. Какие нафиг древние? Меня бревна не интересуют. Пусть они побегают там. Ну ладно, не скоро уже должен заканчиваться. По идее. Друид сел попить. Но как вообще баланс друида должен тут разыгрывать? Вот у него древней нету, и чё? И чё потом? Смотри, юзанул кольцо света, или как это называется? Моя активка.
Но, кстати, неприятно то, что эта активка, хоть и дамажит противников, она выбивает меня из темного облика, и потом приходится обратно в темный облик заходить. Но тут, конечно, все, GG, друида. Друид, братишка, под моими дотками, под немотой, все откисает. Я еще планирую, знаешь, нажать телепорт и потом заферять его. Если бы не хватило дэмэджа, но и так было достаточно, но так откис. Воин, обсессив. Ну, по идее, против Вара проблем вообще не должно быть. Опять же, они достаточно легко должны кайтиться. По идее, эфир-то они могут задиспелить через свою ярость, да? Это же так работает. И можно не обязательно заранее ярость прожимать. Или как там, берсерк, там что-то такое у него спел имеется. Но в любом случае хил у Вара ограниченный. Прям очень сильно ограниченный. И чем больше, опять же, длится бой, тут как с хантами, тем лучше нам. Вот так вот. Ну, то есть я могу просто накидывать на него дотки и пытаться вокруг пиларов бегать, максимально доджи его атаки и файт с ним в целом. В общем, да. Вары, конечно, легко отыгрываются. Холдинг, снова тот же самый марксменшип охотник. На самом деле, дэмэджа у ханта что-то реально дохрена. Дохрена и больше. У него дэмэджа тринкет уже отдает. Можно, по сути, сейчас в него закинуть станыч. Я призываю Григория Аркадия... ублюдка младшего, чтобы дополнительный дэмэдж вынести по холдингу. Ну, что-то как-то он вообще, смотри, в меня не продамажил, а доток просто практически умер. То сейчас, по сути, да, вот так вот станыч нажать и уже добить противничка, плюс еще один фир. Здесь он, конечно, прям вообще максимально сильно попустился. Ферал Друид, Киса, Скайлос против нас. Накидываю фир. По-моему, если Друид нажимает берсу, то его нельзя зафирять, да? Так же работает берса? Напиши мне в комментариях, я не помню. Я не помню, работает ли так берсерк у друида. Можно ли его ферять под этой берсой. Но одно я знаю точно. Фералычи могут быть очень неприятными. Хотя, с другой стороны, у меня же есть самохил. Вот. А зачем так вот делать? Он накинул на меня какую-то дотку, потом закинул в меня смерч, что-то пытается убежать. Чё, кого, кто, куда. Зачем, почему? Тринкет он не нажимает, тринкет у него все еще имеется. Я накидываю немоту, фир дополнительный, призываю Григория. Начинаю просто дотать противничка. Избавляюсь от замедления за счет ускользания. Кстати, надо это обузить почаще. Надо об этом не забывать. То, что вот если тебя как-то замедлили или зарутали, можно просто ускользание клацнуть и тем самым с себя сбросить негативный эффект, который мешает твоему свободному передвижению. Это приятно. Здесь он снова хотел провернуть ту же тему через инвиз и еще раз наскок, но, к сожалению, у него не пошло. И вот пошла вход берса. Вот сейчас, по идее, нужно просто засейвиться. Молодец, нажимаю тучку, легенда, умом, пытаемся пережить берсу максимально долго. Накидываю немоту, не знаю зачем, просто чтобы накинуть. И больно, он больно. Под берсой, конечно, реально пробивается. Но, опять же, я всегда могу подбежать, по крайней мере, попробовать. Хотя, кстати, против ферала-то хрен убежишь. Только через, опять же, контроль. Вот как-то фир накидывать и пытаться убежать. Но что-то дэмэджа у него не хватает, чтобы меня пробить. А доток он все-таки гниет. Как он хилится в этом ферале-то? У него там есть проки, да, на моментальные касты. Присутствуют вроде проки, присутствуют. Но как-то он заигрался. Слишком поздно решил отбежать и просто сгнил от моих доток. Камера. Чернокнижник. Против меня с суккубой еще играет. Вот так вот. Дестра Варлок с суккубихой. Окей, допустим. Кстати, защита от фера не спасает от соблазна. Тут я бездарно, по сути, отдал тринкет, мне этого делать было не нужно. Там, во-первых, был фир короткий, во-вторых, он решил меня продамажить в этот фир. Ну, короче, не стоило мне отдавать тринкет, лучше было, я его сохранил, и тогда бы точно вообще без проблем его победил бы в данном противостоянии и дальше. Но, опять же, в любом случае, что мы знаем про чернокнижников? Очень ограниченный самозахил. То есть у Дестра Варлока реально хила, ну тупо, вот тупо нету. Он может съесть камень один раз, потом, допустим, за счет травничества может захилиться. И у него есть микровампиризм, который там буквально сотни хп всего лишь ему регенит за счет его кнопок. Ну, типа ты там дамажишь, и за счет этого можешь все-таки подхилиться. Тут я решил еще, кстати, кастануть в момент захилочку на себя. Здесь надо очень аккуратным быть, в том плане, что я могу себя задиспелить темный облик, и мне будет гораздо больнее по дэмэджу от противника. Но пытается меня камера пробить. Почему камера, только непонятно. Ну да ладно. И вот момент. У меня получилось нормально от него
дистанцию разорвать. Просто ухожу за пиларчик, пару раз нажимаю на себя за хилочку. И становлюсь фуловый. Вот это, конечно, нереально сильно меня мотивирует и радует, потому что, ну, блин, когда у тебя так много самозахилки... Чё он перестал суккубой пользоваться вообще? Он у меня просто суккубой не контролит, не хочет, она у него стоит в центре там где-то. О, начал. Причем начал довольно странно. У меня присутствует эфир, я, естественно, эфир нажимаю. Здесь можно майн-контрол, наверное, бахнуть, да? Пытаюсь здесь убежать от суккубы, чтобы, если он меня захотел бы заферять, я бы просто скрылся за углом, но... Нет. Тут взаимоотсос произошел какой-то, но мы победили. И еще одна каточка против него. Кстати, в созвездии Пандарен вот этого играет, чтобы у него паралич был дополнительный там. И дэмэдж, по-моему, пониженный по тебе проходит. То ли всегда, то ли при определенных условиях. Ну и плюс есть паралич дополнительный, как вид контроля. Окей, собака в этот раз у чернокнижника. Но ему, конечно, максимально неприятно и нереально больно против меня играть, потому что, ну, блин, дотки душат. Дотки реально душат. Тут он хорошо со мной сблизился за счет телепорта. Это приятно. Но как будто бы без шансов он должен здесь все равно проигрывать, потому что, ну, я всегда могу убежать. Вот здесь моя ошибка, я должен был накинуть дотки и убежать там налево за пиларчик и пытаться похилиться, потому что все-таки я был не фуловый. А сейчас он меня может пробить, смотрю, меня пробивает, мне боль. Я понимаю, что у него нет возможности сейчас меня особо прерывать касс, суккуба была, точнее, собака на КД. Дамаш его, да убей, последние 1000 дэмэджа, неужели ему хватит дэмэджа, чтобы меня прибить? Нет! Сучий потрох. Нормально. Чуть не проебал. Ну, посмотри, по своей вине причем. А всего-то надо было отбежать.